Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый хобби-влог, и кому интересно, оставайтесь со мной, и приятного вам просмотра. Я вчера была в Леонардо, кое-что приобрела для себя, для Оксаны. Кстати, ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. Сейчас покажу свои небольшие покупки, они были для нашего раскрашивательного хобби, плюс еще для мыловарения и для вязания чуть-чуть. Меня Оксана попросила приобрести несколько акварелек. Вот, я взяла как бы на подарок, поэтому, в общем-то, это хорошо получается и подарок, и, в общем-то, нужный подарок. Это «Белые ночи», индиго и оливковая. Вот. Судя по фантику, цвет довольно-таки красивый. А оливковый тоже всегда красивый. Вот, взяла две краски. У меня среди вот именно белых ночей у меня таких оттенков нет. И, соответственно, себе тоже решила кое-что взять. Во-первых, по необходимости взяла белила, но, правда, уже от Vista Artista. В принципе, у меня есть Vista Artista, гамма и белые ночи. В целом они мне все нравятся. В общем, взяла. У меня сейчас белила от гамма, из вот этого набора. Но раньше я не пользовалась белилами, по крайней мере, в большом количестве, а сейчас уже хорошо так использую, поэтому я подумала, что нужно взять. Конечно, можно это сделать в любой другой момент, и здесь краски довольно-таки еще много, но, знаете, пусть будет. С акварелью ничего не случится, пусть лежит, зато потребуется, достану. А то заканчивается всегда в такой момент. Дальше, вроде бы как мне тоже показалось по грядущей необходимости, но на деле я, конечно, лоханулась. Сейчас объясню. Я от Vista Artista купила голубую краску. Это 501 номер, просто голубая. И когда я пришла домой, оказалось, что у меня уже от Vista Artista, так, вот здесь вот, у меня вот эти фантики наклеены, от Vista Artista у меня есть голубая. Я вообще, честно, даже сюда не смотрела и ассоциировала голубой только с этой краской от белых ночей. Вот этой. Потому что это действительно такая, светлый оттенок. Называется он цирулиум, как-то так. В общем, получилось, что у меня теперь две голубые, одна в использовании. У меня еще вот в этом кейсе, в пенальчике, лежат краски. Я так понимаю, что имеется, наверное, в виду вот это, по ходу дела. Могу ошибаться. А может быть и нет. Сложно сказать, потому что на кюветках никаких вот опознавательных знаков нет, но вот это точно Vista Artista. И, соответственно, да, наверное, вот так вот выглядит голубая. И, соответственно, на выкраске вот она. Если, например, сравнивать с цирулиум, то он, как видите, такой более голубой. И чаще всего используется. Ладно, неважно. В любом случае, будет у меня в запасе, так или иначе, у меня голубые, синие. Все эти оттенки, они у меня ходовые. Так, и купила еще две краски уже того, что у меня нет. Во-первых, тоже, как и Оксане, взяла индиго, только взяла от Vista Artista. Это 512 номер. Сейчас мы откроем, посмотрим, как оно. И
второй меня заинтересовал оттеночек «Зеленая тень». Вот. Ну, вроде бы у меня тоже хочется верить, этого нет. У меня есть от Vista Artista тростниковая зеленая. И еще какая-то, ну, оливковая, короче, есть. Насколько я помню. Хотя нет. Знаете, у меня просто несколько... Раньше все по порядку вот лежало, как вот здесь вот. Потом еще что-то оторвалось тут из бумажек, и краски перемешались по итогу. Поэтому сложно сказать. В общем, сейчас мы все увидим. Но мне кажется, что зеленой тени у меня не было. Ну и индиго нет абсолютно точно. В общем, получается так, что 2 для Оксаны, 2 в запас и 2 уже сейчас в использовании. Так, беру бумагу, ну, наверное, выкраску можно и здесь сделать. Так, главное, чтобы с фокусом было все в порядке, а то у меня смартфон, это самое, довольно-таки высоко. Сейчас распакую, тут прерывалась. Начнем с зеленой тени. Всегда хочется как-то аккуратно открыть, но не всегда это получается. Нравится мне акварельки распаковывать, хотя вот я последнее время думала, что именно я хочу, какой цвет, и понимала, что, в общем-то, особо хотелок нет, но тут пришла, было настроение на какую-нибудь такую покупочку, поэтому вот взяла. Ну, потому что если, допустим, не смотришь обзоры, да, не видишь у кого-то какой-то конкретный цвет, и при этом, в общем-то, выбор у самой большой, как по мне, то в целом, когда думаешь про какой-то цвет, то особо ничего не приходит в голову. А когда уже приходишь, смотришь на интересные названия, так, руки не перепачкать. Ну, пока выглядит эта самая зеленая тень абсолютно черным. Так, значит, это я в сторону откладываю, я просто тут фотки делала. И индиго откроем. Надо было мне, конечно, вот эти бумажки не наклеивать изначально, а именно делать выкраску. Так оно надежнее. С другой стороны, если краски снова перемешаются и попадают, будет одно и то же. Так, что-то тут. Клей, что ли? Непонятно, что это такое. Ну, индиго, в общем-то, тоже мало интересно выглядит в этой самой, в кюветке, вообще одинаково. Сейчас мы возьмем воду, кисточку. Кстати, где кисточка? Вот она. Не туда ее положила. Ну что, давайте приступим. Значит, начнем с зеленой тени. Ух ты, какой красивый цвет вообще. Классный. Ой. Ой-ой-ой. Сейчас я водички наберу. Ой, какой классный цвет. Потом сделаю вот сюда, добавлю на акварельную бумагу выкраску. Как классно. Вообще здорово. Мне нравится. Так, и теперь индиго. Индиго, ух ты, тоже вообще супер.
красивый оттенок. Такой прям очень нравится. Ну что, я покупочкам своим рада. Так, а вот все-таки для интереса. Неужели она такая? Не, ну голубая, конечно, хотя не знаю. Нет. Если быть честной, для меня это не голубая. Ну, вот это соответствует абсолютно точно выкраске, то есть здесь все соответствует выкраске, уже ничего не перепутано. Но вопрос в том, что вот именно у меня Виста Артиста. Вот это непонятно. Ну, во всяком случае, из того, что у меня есть, голубое, это вот для меня как бы цирулиум. Ну, если так, по-простому. Он прям такой... Но, правда, эта краска, знаете, она очень, как по мне, сложно набирается на кисточку. То есть вот если и гамма, и Виста Артиста, и в том числе все белые ночи, что у меня есть, они прям очень легко на кисточку набираются. А вот это цирулиум довольно сложно. Я уже сделала выкраску. Вот. 2 цвета вот этих нижних. Ну, вообще очень интересные, покупкой довольна. Потому что вот реально их добавлять там для фонов и тому подобное будет, конечно, классно. Вот эти насыщенные оттенки, они очень крутые. Я посмотрела действительно вот и индиго, в принципе, совпадает по цвету. Ну, вроде как, мне кажется, совпадает. И зеленая тень тоже, вот все классно. А эти пока сюда положила. Просто тут в теории место еще для 2 акварелек, но это я не знаю, как бы посмотрим. Если что-то заинтересует, потому что я хотела себе купить от белых ночей светлое серебро, например, но потом я подумала, у меня серебро меня вполне устраивает вот в этих вот наборах, абсолютно устраивает, и я пока не решила, нужно мне это или не нужно. Ну, то есть, если я решу, что все-таки мне хочется от белых ночей, я, конечно же, себе приобрету, но я пока именно не решила, реально ли мне нужно это. Так, ну ладно, сейчас я покажу, что еще купила. Я тут в Fix Price заходила и взяла вот эти корректоры от Берлинга, потому что есть там еще блокнот, вот, которая фиксовская, как я понимаю, марка. Там в упаковке за 55 рублей 2 корректора. Здесь по цене то же самое, 1,2750, что-то в этом роде стоит. Поэтому по цене и то, и другое равноценно, но по качеству вот это Берлинга мне нравится больше. Хотя это не значит, что я вот это вот... это у меня тоже Берлинга. Сейчас не буду брать в блокнот. Скорее всего, тоже буду. Потому что когда рисуешь, то есть раскрашиваешь грибочки, то вот эти большие пятнышки проще взять от блокнота корректор, потому что он прям делает большие пятна. Вот, а когда нужно что-то мелкое, то Берлинга. Пусть будет в запасе, опять же. Следующее, что я приобрела, это было по мыловарению. Сейчас покажу. Взяла вот такую вот формочку с тигренком. Стоила она, наверное, 80 чем-то рублей, 82. Вот эти краски были, ну, они стандартно по 90 с чем-то. Виста Артиста по 80 с чем-то. Корректор, я уже сказала, 27,50. Это 82 рубля. У меня
тигренка формы нет, потому что я, мне кажется, тогда еще не увлекалась маловарением. Ну и, в общем, у меня не было. Мне так кажется. Но у меня столько форм, у меня не меньше, чем 300, что ли, а то и больше. Ну, я, конечно, не считала, но где-то так. Поэтому я не могу точно сказать. Символы года я часто беру еще в 3D варианте. Ну, силиконовые, там 2D, 3D. Ну, в этот раз решила взять вот это, потому что в маловарение я решила вернуться все-таки, но ограничусь этим. В Леонардо за 70 чем-то рублей для вязания от Гамма я взяла вот эти вот маркировочные кольца для вязания с замком. Мне и расцветочка нравится, я обожаю вот такой цвет, ну а розовый, если только такой нежненький. И вот эта вот штучка такая прям нежнятинка. Ну и ценник адекватный, 30 на 15, размер 12 штук. Но мне более чем достаточно, чего-то такого сверхъестественного я не планирую, поэтому нормально. Так, что еще? Или вроде бы все показала? Вроде бы как все показала, мне так кажется, ничего не забыла. Сейчас я подумаю, что бы раскрасить, вернусь к вам, пораскрашиваем вместе. Сейчас я в кошках начну раскрашивать, потому что мы здесь красим с Оксаной каждый месяц, как вы знаете. Но у меня вообще на эту раскраску сейчас нет никакого вдохновения. Но раскрашивать-то надо, раз уж решили. И по идее это конец месяца. Уже как-то с этим надо решать что-то. Поэтому приступаю. Да, можно отложить, но, понимаете, если я сейчас это дело отложу, ну, допустим, там, в планы не поставлю или еще как-то, то неизвестно, когда эти раскраски в планы вернутся. Не сказать, что я их не люблю, но, видимо, я от них устала. Хотя, когда вот эти новогодние праздники были прошлые, по-моему, я уже даже не знаю, но мне кажется, то ли на новогодние праздники, по-моему, я в планы не ставила, но все равно красила. Как будет в этот раз, я пока для себя не решила. Что-то, возможно, я кардинально вообще поменяю. Не, ну то, что на новогодние... Нет, наверное, придется их как бы с одной стороны по плану, а с другой стороны в план не ставить. Трудно сказать, потому что новогодние праздники, зима, хочется раскрашивать что-то тематическое, плюс есть не напрямую относящиеся к зиме, да, но то, что все равно под настроение подходит. И в тот же момент то, что непосредственно ежемесячные планы. Надо как-то это продумать, как я это сделаю. И уже решу. Ну, может быть, уберу какую-то цветочную тему. Может быть, даже осеннюю тему уберу, но буду красить, если время останется, потому что мне хочется пораскрашивать. Это у меня Carioca Joy фломастер. Это тоже. Сейчас я на камеру буквально немножко раскрашу. Кстати, спасибо за обратную связь. Я рада, что вам новый формат зашел. Хотя я думаю, что, возможно, не всем, но
Иногда буду возвращаться к старому формату. В общем, по-разному. Просто сейчас как-то вот актуален вот такой вариант. И лично мне самой заходит. Но это тоже немаловажно. В общем-то, это и снимаешь охотнее, да, когда съемка проходит в актуальном для меня ну, как бы стиле. Ну, всегда хочется какого-то разнообразия. Чтобы это действительно не было прям такой уж раскрашивательной рутиной, а удовольствием. Хотя, думаю, кто-то не согласится со мной по поводу того, что, ну, типа, раскраски ж это так, хобби, как это может быть рутиной, но, в принципе, когда ведешь канал, да, на определенную тему, то, в общем, да. Это уже не тот момент, когда, знаете, так, нальешь себе вкусный там кофе или чай, возьмешь вкусняшку и сидишь себе под какой-то фильм, просто раскрашиваешь. Когда все это делаешь на камеру, это немножко по-другому ощущается. Я даже сколько раз пыталась взять что-то для раскрашивания, но не показывать это на камеру, только в конце месяца результат, но на это совсем времени остается. А хотелось бы. Я думала, что эту иллюстрацию я буду раскрашивать вообще. Возьму абы какие цвета, вот прям вот так не глядя. Но потом я подумала, что что-то нет. Не хочу я так. Решила акварелью, но подумала, что тоже не факт. Далеко не факт, что меня это как-то затянет. И как бы это не бросить. А мне очень не хочется что-либо сейчас бросать. Вчера погуляла по первому снегу. Прям он меня даже не раздражал. Мне так было хорошо. Но несмотря на теплую одежду. И вроде даже по первости ощущения, что я не замерзла. Сегодня я понимаю, что немножко-то я промерзла. Ну, ничего такого критичного, но как-то так. Я немного пораскрашивала еще в кошках. Ну так, тоже от первого по последний 5-й номер, и решила это дело отложить. Главное, чтобы это все не рассыпалось. А сейчас взяла вне плана раскраску сладости. Мне ее Марина с Юлей дарили. Канал Маринины раскраски. Вот. Хочу здесь пораскрашивать немного. Просто раскраска-то хорошая, но почему-то я ее вот начала, когда только мне девчонки подарили вот эта иллюстрация, и все. Ну, тут у меня был фон, сухая пастель и какие-то карандаши, ну и дальше я все это полировала. А сегодня с полки как-то сняла, думаю, что пораскрашивать. Как-то у меня так на полочке раскраски формата А5 стоят, и я думаю, вот возьму сладости. Кстати, наконец-то решила воспользоваться вот этой классной раскраской, господи, закладкой из лабиринта, кажется. Выбрала себе вот эту иллюстрацию с маршмеллоу. Фон, наверное, я сделаю акварелью. Ну, будет здесь, скорее всего, белая ручка еще. И карандаши, наверное, а может быть тоже акварель. Посмотрим сейчас. Да, наверное,
тоже будет... Нет, здесь будут, знаете что, акварельные карандаши, скорее всего. Так, акварель я достала. Из акварельных карандашей, вот именно для тех целей, что мне нужно, я всегда использую Vista Artista, но пока я не уверена, буду я их использовать или нет. Достала луч и достала вот это. Ой, кстати, наверное... не, ну здесь еще немножко синего есть, можно не доставать еще одну упаковку. Сейчас я воду только поменяю. Ну, приступим тогда к раскрашиванию. Берите тоже что-нибудь из раскрасок, пораскрашиваем вместе. Все-таки меня очень прикололо использовать банку. Ну, совсем я, конечно, на эти банки не перехожу, потому что, ну, как бы эти стаканчики вроде как есть. Но вообще... это очень здорово. Ну, не знаю, во-первых, кисточка выполаскивается гораздо лучше. За счет, видимо, вот объема. На столе смотрится значительно лучше. Сейчас я посмотрю, как здесь себя поведет детская акварель. Ну, обычно-то она везде себя нормально ведет, но... хотя здесь односторонняя, но, честно, в любом случае не хочется, чтобы прям уж была какая-то ерунда с обратной стороны. Вот то, что сейчас есть иностранные раскраски, да, с черным фоном, с обратной стороны, это, конечно, классная тема, я считаю. Потому что ничего практически не будет видно. Там маркеры или еще что-то. Так здорово на самом деле. Так, вот, значит, вот до этого момента я буду делать голубой фон. И сейчас нужно будет подложить лист, чтобы... Что я делаю? Меня вот этот кончик стал сбивать, знаете, с толку. Надо все-таки его закрасить, что ли, чем-нибудь. На самом деле синим цветом взять, может быть, акрил, например, а потом лаком покрыть. Ну, потому что это не дело вообще, честно говоря. Я уже несколько раз вот так ловлю себя на мысли, что кручу все это дело. И вроде бы ничего в этом такого страшного нет, но к концу раскрашивания я же об этом забуду, а кончик могу попачкать. Потом, соответственно, попачкается еще что-нибудь. Я вот, собственно, к чему. Так. Вообще надо было, конечно, новые оттенки Vista Artista где-нибудь использовать. Ну, не здесь, понятно. Но, в общем, у меня рука потянулась к этой раскраске, а там не знаю. Видите, здесь как бы прям лучше. И моется банка лучше, потому что вот это, вот как ее не моя, она все равно уже и пластик со временем, а здесь прям классно. Так, что я хочу снизу? Непонятно, что я хочу снизу. Понятно, что я хочу. Я хочу... Так, что я хочу? Вот это, наверное. Я даже хочу зеленый цвет. Вот. Так вот.
И хочу серый цвет перемешать немножко. Вот. Примерно как-то так. Ну, здесь расстояния маленькие, довольно тяжело это сделать. Ну, мне лично. Камеру, видите, задела. Ну, не знаю, может быть, я вырежу, посмотрим. Если не придется долго искать этот фрагмент, если... Вот. Ну, или не вырежу. Я думаю, вы меня простите. Ну, у меня штатив такой большой, на полу стоит, высокий. Плюс у меня еще монопод прикручен. Если требуется дополнительная, так сказать, высота. Сейчас еще серого вот здесь где-нибудь добавлю. Так. Ну, с обратной стороны вроде пока все окей. Так, и в теории, значит, вот здесь просвечивает. И по моей задумке хорошо бы сделать, но это же стекло, я не умею как бы раскрашивать стекло, но как-то должно же это блестеть немножко, поэтому предполагаю, что можно просто, опять же, это отдыхалочка, я не претендую ни на какие серьезные работы, как вы понимаете. Поэтому, если по-простому, то можно вот так вот сделать, наверное, а потом воспользоваться по контуру белой ручкой, например. И все. Непонятно, зачем вот здесь провели. Не, ну понятно, вообще правильно, все верно. Вот, вот так. И еще вот здесь просвечивает, надо посмотреть все вот эти моменты, которые, ну вроде бы я все закрасила. Здесь маршмеллоу, вот здесь, наверное, нет, или есть тоже. Да нет, наверное, лежит маршмеллоу. Будем считать, что лежит. В общем, вот они, блесточки. И теперь голубой цвет. Ну, сейчас, если не хватит, я достану. У меня еще 4, по-моему, упаковки этой краски. Вот. Опять же, стекло, соответственно. Вот. Будет с блеском. И по контуру белая ручка. Сейчас я дораскрашиваю и потом, ну, в смысле, вот эту часть, потом вернусь к вам. Ну что, сейчас я вам покажу, что у меня тут получается. Ну, пока я сделала вот только фон. Я еще доставала перламутровую акварель гамма, она у меня идет медленно, но там тоже есть темно-синий и какой-то такой вот, знаете, ну, типа голубой, но чуть темнее, чем здесь. И я вот тут вот выделила.
Вот, сейчас все это до конца высохнет, и можно будет использовать гелевую ручку. И, соответственно, сейчас вот я думаю, как тут делать. Ну, вообще, наверное, я буду использовать все же акварельные карандаши Vista Artista и перламутровую акварель для размытия. Точнее, размывать я и не буду. Сначала размою и быстренько сверху добавлю. Потому что почему-то, когда перламутровой акварелью сразу начинаешь как бы акварельные карандаши размывать, они размываются хуже. Хотя очень странно, потому что перламутр, шиммер, это же все как бы, ну, в теории должно быть лучше. Ну, а потом буду смотреть, чего и где еще доделывать. С фоном тут вот видите мелкий рисунок, его тоже можно что-то с ним такое придумать. Ну, лист уже почти высох. С обратной стороны в целом все прилично. Ну, понятно, повело, но хотя бы никакой грязи нет. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Пока-пока.